Всем привет! Вы находитесь на канале Татьяна Мин. Я астролог и таролог. Я рассматриваю карты по моему астрологическому методу. И это таро-прогноз для знака зодиака Козерог. Что ждет Козерога в январе 2023 года? Мои любимые Козероги, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы у вас следующий год вашей жизни, солярный год, был замечательным, успешным, чтобы хорошие перемены вошли в вашу жизнь. Я думаю, что у многих, очень многих козерогов будут судьбоносные перемены в этом году. И в основном это может быть связано с личными взаимоотношениями. И вы станете богаче. Вот здесь у меня вышла карта, когда я вам делала пожелания. Здесь козерогов ждет какая-то особая удача, везение. Видите, здесь звезда, богатство, знания, статус, все самое лучшее сбудется у козерогов обязательно. Ну а мы смотрим январь 2024 года. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. Рассматривает все стороны жизни человека, потому что 6 осей – это 12 знаков зодиака. Первая карта – это очень удачная, успешная карта в плане личной жизни, личных отношений, да, то, что я сейчас вам пожелала, козероги. Поэтому я очень желаю, чтобы у вас в любви все складывалось удачно. Здесь Луна и Солнце. Это близнецовые пламена, это кто-то, кто вам подходит и кто будет готов с вами войти вот в эти ворота жизни вместе с вами, да, то есть это какой-то человек уважаемый, возможно, и с другой стороны, и с которым вы готовы будете создать что-то большее, вы будете такой парой, ну, если для вас эта тема актуальна, конечно, которую будут уважать, которая будет примером для других людей. У вас, в вашей паре, в вашей семье будет очень много всего по моральным устоям, по моральным правилам жизни, по законам Вселенной даже, да, может быть, вы оба люди верующие, ну, как в религию какую-то, да, так и вообще во Вселенную, может быть, кармические вот эти взаимоотношения. Здесь как раз у вас может либо встретиться такой партнер, либо у вас может быть заключен такой союз. Если же у вас есть уже муж или жена, то здесь тоже у вас будут прекрасные отношения в январе. Может быть, вы отмечаете годовщину вашей свадьбы, либо решите обвенчаться, либо вы жили не в официальном браке, и в январе вы решите заключить такой союз. Но даже если, например, такие козероги, кто смотрит, у кого развод, да, или какое-то расставание, то в любом случае это какой-то плюс. Тогда вы станете, ну, другим, вы как-то изменитесь, и несмотря на этот развод, вы поймете что-то больше о себе, о том, как надо уважать и ценить партнера, о том, какого человека вы хотите в этой жизни. Может быть, вы будете загадывать, составлять карты желаний, запускать вот этот посыл во Вселенную о том, какая женщина или мужчина вам нужен. Если же это вообще не связано с вашими личными взаимоотношениями, может быть, это будет прекрасный союз на работе с вашим партнером, потому что это карта союза небес, да, может быть, вы вообще уходите в монастырь и заключаете там союз со Вселенной, с Богом, да, с ангелами, такое тоже может быть, поэтому это какая-то высшая ступень развития, в любом случае у всех козерогов здесь будет, может быть, даже вы осознаете это позже, да, мы всегда какие-то такие важные судьбоносные моменты осознаем через время, потому что нужно иметь определенный взгляд со стороны, чтобы осознать это. Сектор финансов, интимной жизни. Здесь у вас все организовано, все прекрасно, деньги к вам приходят, по счетам все правильно платите, и даже еще и организуете, может быть, работу других людей,
ваших личных партнеров. Даже ваша интимная жизнь может быть организована прямо точно по времени. Ну, прекрасная карта. Я считаю, что здесь вас ждет доход, доходы постоянные. Можно даже предпринимать какие-то дела, связанные с увеличением вашего дохода. Может быть, здесь вы покупаете какое-то хозяйство, здесь вот животные, ферма изображена, сельскохозяйственная жизнь, да, поэтому, может быть, у вас будет что-то с этим связано, поступление доходов, а может быть, вы много времени уделяете какому-то правильному питанию. Но здесь, конечно, животные, но имеется в виду правильное питание, здоровое питание, натуральное. Может быть, вы переходите на натуральное свежее питание, отказываетесь от каких-то канцерогенов, консервантов, быстрого питания и так далее. И вообще решаете иметь свой сад, свой огород, чтобы оттуда только брать себе пищу на свой стол. Ну и также, как я уже сказала, вкладываете деньги во что-то, в какие-то аграрные проекты. Это тоже очень подходит сюда, в этой карте. Так, 3-9 сектор. Здесь карта риска. Но такое впечатление, что вы знаете, чем вы рискуете, что действительно то, что вы говорите, пишете, заявляете, что это риск для вас. И здесь вам нужно действовать с расчетом, по правилам каким-то определенным. В принципе, козероги часто так действуют, но будьте осторожны за рулем, будьте осторожны, когда вы тратите деньги, когда вы, например, за городом, на природе, там где-то в каких-то местах, где есть риск больших животных, выхода на дорогу, да, или как-то что-то в этом духе. Поэтому здесь карта как предупреждение, и особенно в общении. Особенно в общении с другими людьми, помните, что ваши слова, ваши послания, да, ваш даже язык жестов, ваши эмоции могут быть как-то неправильно считаны другими людьми, и эта ситуация может быть рискованной, да. 4-й, 10-й сектор, здесь Венера в весах, прекрасная карта. Но, конечно, Венера в весах может давать большие сомнения в своей красоте, в силе характера, в своих достоинствах, либо в достоинствах вашего партнера, вашей второй половинки, потому что Венера в весах это все-таки партнерский знак партнера. Но здесь мы видели уже, что у вас выходила прекрасная карта Юпитера в Стрельце, да, это очень сильная энергетика, поэтому, скорее всего, может быть, у вас действительно важны будут для многих козерогов в январе партнерские отношения, вы будете смотреть на себя со стороны, может быть, даже многим козерогам будет казаться, что вы недостойны такого прекрасного партнера в вашей жизни, и как на вас обратил внимание этот мужчина или эта женщина, у вас могут быть такие мысли иногда, но не у всех, конечно, козерогов. Здесь все-таки Венера в весах гармонизирует ваши отношения с вышестоящими людьми, с начальством, с коллегами, с домашними людьми. Может быть, вы решитесь на какой-то разговор, либо не решитесь, да. Кстати, вот тема нерешительности тоже может быть у козерогов, что вы можете встретить человека, даже уже иметь человека, с которым встречаетесь, вы можете не решиться сделать предложение. Indecision, да, то есть это нерешительность. Но, судя по этой карте, это достойный партнер в вашей жизни, но вы почему-то не решаетесь. Сейчас мы можем взять еще карты, узнать, почему козероги не решаются сделать какой-то выбор, какие-то предложения. Companionship. Но одна из причин может быть, что козероги некоторые не хотят расставаться с какими-то своими друзьями, компаниями, со светской жизнью. Может быть, вы думаете, что если вы обзаведетесь какими-то обязательствами, это могут быть как обязательства в браке, так и на работе, так и с детьми, например, тоже, да, статус отца, матери, может быть, разрушит. Ну, вы думаете, да, что это может разрушить вашу дружбу, общение, какой-то круг интересов,
союз какой, потому что для многих козерогов тоже важно иметь людей, с которыми вы делаете бизнес. И здесь вообще у вас в январе будет много общения с другими людьми. Может быть, вы даже вступите в какую-то группу. Это может быть и социальная сеть, может быть, и реальные какие-то мероприятия. Может быть, вы заключите какой-то союз, встречу организуете. И это интересно, кстати, потому что здесь у вас и в 10-м, и в 11-м секторе выходит знак весы. Это может быть как-то взаимосвязано между собой. А вот здесь интересно, здесь уже какой-то экстремизм. Ну, что я хочу сказать, что здесь у козерогов какая-то внутренняя драма может разворачиваться у некоторых. То есть подсознательно, может быть, кто-то влияет на вас, кто-то управляет вами, либо вы давите на какого-то человека. Это может быть любовная ситуация, да, видите, здесь изображена мужчина и женщина, они ссорятся из-за какого-то любовного письма, из-за какого-то послания, то есть это такая тема скорпиона, это могут быть манипуляции со стороны какого-то человека, либо вы манипулируете, либо в вашу сторону вот так манипулируют, и это, конечно, ссоры, какие-то раздоры, ревность, скрытые тайные отношения, что, в принципе, тут может быть тоже по теме весов. Так что вот интересно, козероги, что здесь у вас происходит. Может быть, даже у кого-то из козерогов вопрос между... Вы не можете выбрать, с кем вам быть. Интересно. Либо вы хотите всех объединить здесь, и чтобы у вас были и друзья, и муж, и жена, и тайные отношения, и официальные тоже отношения вы хотите. Как-то вы очень действуете по весовской теме, то есть вы не можете принять решение. У вас такая тема весов будет очень ярко проходить здесь в январе. Так, а что скажет колода Moonology? Фиксированная луна и полная луна в знаке зодиака Козерог. Кстати, полнолуние в Козероге, по-моему, в конце декабря как раз-таки будет. И влияние полнолуния может длиться 2 недели, это тоже затрагивает январскую тему. В январе будет полнолуние в знаке Рак, если я не ошибаюсь. И, конечно же, для многих козерогов будет очень важна тема отношений. Не обязательно с вашим мужем или женой. Это могут быть отношения выясняться с вашими друзьями, партнерами, коллегами по работе, кстати, в том числе. Да, может быть, вам придется выяснять здесь отношения с коллегами по работе, как-то прояснять эту ситуацию, партнерами. Здесь вообще очень много партнерских каких-то дел. И вы можете проявлять нерешительность, козероги, к сожалению, да, потому что так как в вашем секторе в 4-10 выходит карта нерешительность, что-то может сбить вас с пути. Может быть, это кто-то на вас давит, может быть, вы сами в прошлом выстроили ситуацию. Но здесь карты что говорят? Фиксированная луна, то есть, возможно, какая-то ситуация еще пока не решится, то есть вы должны держаться. Hold your vision, это значит держитесь до последнего, да, в какой-то битве, если она у вас есть, или какие-то там дела. И по полной луне в Козероге здесь, конечно, будет решение, какая-то ситуация дойдет до предела, и вы будете действительно решать что-то, как вам дальше жить, где работать, с кем быть, с каким партнером оставаться, что вы хотите дальше, да. Может быть, вы будете спрашивать советов у других людей. Может быть, вы будете решать, стоит ли вам дальше продолжать бизнес или идти на работу по найму или наоборот. Вот весь такой январь у вас будет, все будете что-то решать и выяснять какие-то отношения, как я вижу у многих козерогов. Но я желаю вам, дорогие козероги, чтобы у вас рядом с вами все-таки были люди, которые подскажут вам, помогут, поддержат, да, которые готовы создать с вами союз, несмотря ни на что.
Скорее всего, у вас уже есть эти люди. Может быть, это ваш муж или жена, да, обратите на них внимание. Может быть, они поддерживают вас, а вы почему-то проявляете нерешительность и думаете, что коллеги важнее. Такое может быть у козерогов. Козероги могут очень много внимания уделять своей работе. Работа и коллектив может становиться для них просто семьей, в то время как реальные люди, которые, несмотря ни на что с вами, это ваши супруги. Поэтому вот такой расклад для козерогов на январь. Вы были на канале Красота Таро. Меня зовут Татьяна Мин, я астролог, таролог. Желаю вам всего самого прекрасного, чтобы все самое лучшее у вас отсюда сбылось. Всем пока!